оказывается ли туристический бизнес в Российской Федерации под угрозой, соответственно, прибыль от него? И что даст тот факт, что страны Европы начали отказываться в рамках 14-го пакета санкций от сжиженного российского газа? Будем говорить об этом и не только, конечно же, прямо сейчас. Ирина Узлова меня зовут, и уже могу сказать, что традиционно еженедельно с нами Максим Блант, экономист, чему мы несказанно рады. Максим, здравствуйте, рады вас видеть. Здравствуйте. Россияне начали отказываться от покупки туров в Крым и Дагестан после удара, инцидента по Севастополю и после терактов, ситуации тоже, скажем так, непростых в Махачкале и Дербенте. Бронирование организованных туров в Крым резко снизилось к вечеру 25 июня, спустя несколько дней, и падение спроса зафиксировали на уровне 10-40%. В то же время я понимаю, что это еще недостаточно сильный удар, чтобы прибыль от турпотока и турбизнеса в незаконно аннексированном Путиным Крыму как-то показала свои результаты и ударила по прибыли для российского бюджета? Ну, бюджет, наверное, на самом деле не сильно зависит от того, сколько туристов едут в Крым. А вот те люди, которые зарабатывают на туристическом потоке, это прежде всего те, кто завладел активами в Крыму, вот они могут пострадать, безусловно. И, что можно только порадоваться, на самом деле. Другое дело, что россиянам все это напоминает о том, что живут они в воюющей стране, и вывести детей к морю возможностей все меньше, потому что те направления, которые были раньше популярны, там про Европу говорить нечего, это непросто. Турция, там начались проблемы с банками, то есть турецкие курорты тоже не очень доступны для россиян, но остается какое-нибудь Белое море вместо Черного. На Сызранские озера. В связи с глобальным потеплением там будет попрохладнее, не так жарко, как могло бы быть где-нибудь еще. Ну да, в Крыму сейчас вообще более чем горячо во всех отношениях этого слова. Я, конечно, не уверена, что прямо, учитывая эту тенденцию спада, приходит осознание и понимание, что живут в воюющей стране, или все-таки уже начинает доходить? Те, кто остались в России, я думаю, что доходить начинает, потому что и потери высокие все-таки даже по сравнению со всеми теми кампаниями, которые велись последние годы. Это там первая война чеченская, вторая чеченская война, маленькая победоносная кампания. Я прошу прощения. Эти потери, которые сейчас несет Россия, они, может быть, не каждой семьи коснулись, но, тем не менее, они очень существенны. Да? Нет семьи, которая кого-то не потеряла, наверное, уже сейчас. Вот, поэтому, да, доходит, что живут они не совсем в той стране, в которой хотели бы, наверное, жить. Хотя я не поручусь за... Я все-таки за экономику отвечаю. Да. Вот. Это по поводу нравственного состояния российского общества я не очень готов отвечать. Минутка философии, мы отошли, да. Касательно тех семей, которые коснулись, и касательно контрактников, в частности, мы видим, что в российских регионах в 10 и больше повышают массово выплаты тем, кто готов подписать контракт с российской оккупационной армией в десятки раз. А где на это деньги берутся? Если это не было заложено в регионах заранее, а они в конкурентной борьбе показать центру, что они могут набрать, за такие деньги выделяют. Как обычно это работает? Где будут, откуда брать, как покрывать те дыры, которые будут появляться, или как-то могут эти риски быть заложены заранее и не справиться? Нет, заранее этих рисков, безусловно, никто не закладывал. Но, как правило, это добровольно-принудительное участие бизнеса. Да? То есть, собирает местная власть бизнесменов и говорит, давайте, вот теперь надо раскошелиться, а то в соседней области у нас уже снарядили 50 человек, а мы давайте 52 отправим. Примерно так и происходит. То есть, это дополнительная нагрузка на тот бизнес, который и так страдает от высоких ставок и от дефицита кадров. Плюс еще, соответственно, такие вещи. Да? И не говоря уже о том, что федеральные власти перекладывают на регионы еще и ответственность за восстановление того, что порушено войной на оккупированных территориях, и за возведение всяких оборонительных сооружений. Да.
Полагаю, что в зоне, настроение... в зоне боевых действий, да. Полагаю, что настроение бизнеса тоже далеки от радужных, но это уже оставим тоже на их понимании и совести. Центробанк заявил, что россияне все больше залезают в долги просто потому, что на самом деле богатеют, и что высокие ставки и прочие меры ЦБ, включая прямые ограничения, не могут остановить охвативший россиян кредитный бум. Одна из причин ускоряющего роста розничного кредитования – рост доходов населения. Вот так объясняет регулятор. Говорит, ускорилось и ипотечное, и потребительское кредитование, констатировал ЦБ по итогам мая. А это действительно так и работает? Как это так можно понимать, что богатеют, залазят в долги, потому что богатеют? Как это? Обычно все происходит немножко наоборот, но проблема заключается в том, что ЦБ начал очень резко, во-первых, поднимать ставки, а во-вторых, во второй половине прошлого года, а во-вторых, очень сильно ограничил количество людей, которым можно брать кредиты. В России при этом многие уже залезли в долги так, что больше 80% своего дохода отдают банкам. Ого. Вот им практически запрещено сейчас банкам выдавать кредиты. Есть категория людей, у которых больше половины дохода уходит тоже на обслуживание долгов. Им еще пока можно деньги давать в долг банкам, но уже есть строгие лимиты, поэтому если банк исчерпывает эти лимиты, тоже людям денег больше не дают, поэтому они идут в микрофинансовые организации. Вот настоящий бум там сейчас, да, потому что сегодня в РБК они провели исследование, взяли там 2 из 3 крупнейших скоринговых агентств, то есть агентства, которые хранят информацию о должниках. Вот. И там рост год к году в мае в одном больше 40%, за месяц только больше 10% прибавило количество микрозаймов. Все потому, что там проще взять кредит, и требования вот с 1 июля еще ужесточатся. А поскольку Центральный банк грозит, что в июле на июльском заседании еще сильнее повысит ставку, то есть кредиты будут еще дороже, то люди, соответственно, побежали за кредитами. Что касается ипотеки, ипотечное кредитование, здесь та же самая история. Ведутся с начала года, точнее, даже с конца прошлого года разговоры о том, что надо прижимать льготную ипотеку, и люди просто торопятся побыстрее взять ипотеку и купить квартиру. Хотя на рынке явный перегрев, и свидетельствует об этом огромный разрыв между ценами на первичном рынке жилья и на вторичном. То есть люди не очень помнят о том, что, купив квартиру, она с первичного рынка уходит на вторичный, и продать ее за те же деньги уже фактически невозможно. Но, тем не менее, вот этот вот пузырь растет, и он может вполне легко лопнуть, причем не без участия властей. Как только льготную ипотеку действительно начнут зажимать, то все это посыпется, как карточный домик. А брать эти микрозаймы, может, легче в этих микроструктурах, но отдавать же их тоже непросто. Там же такие проценты. К чему это ведет? И где тогда брать деньги тем, кто идет за помощью и кредитами туда? Если люди уже залезли в долги, а в России довольно значительная категория людей, которая живет от кредита до кредита. И пока ставки были низкие, то еще получалось перекредитовываться, и еще немножко оставалось на жизнь. То есть ты отдаешь кредит за прошлый месяц, и еще остается немножко на жизнь, и все это за счет того, что ты оформляешь кредит на более долгий срок или каким-то образом другим реструктурируешь этот кредит. Но с тех пор, как вот с прошлого года ставка выросла до 16%, это официальная ключевая ставка, а кредиты в реальности дошли там до 20 с лишним процентов, вот такой образ жизни не всем доступен. Да? Безотносительно того, высокие зарплаты, низкие. Ведь зарплаты, они растут не у всех. Да? Если вы уже работаете, это не факт, что вам работодатель повысит зарплату. Для того, чтобы получить больше денег, нужно идти искать другую работу. А это не всем россиянам как-то сейчас доступна такая опция. Поэтому, да и если посмотреть на данные разных аналитических центров, то
Они свидетельствуют о том, что замедление на рынке зарплат, то есть гражданский сектор, по крайней мере, дальше в зарплатной гонке участвовать не может. И сейчас идет такое замедление и в найме нового персонала, и в повышении окладов. Поэтому вся эта халява заканчивается, а ставки с июля опять вырастут. Вот. И скорее вот эти люди, которые берут кредиты, это те люди, которые уже в долгах, и им просто деваться некуда. Им либо идти по пути персонального банкротства, а это значит, что вам больше никаких кредитов в ближайшие годы никто никогда не даст. Да? Либо идти вот в те самые микрофинансовые организации, которые дают кредиты людям, не получившим кредит в банке, которым банк уже отказал. Вот, собственно, да, и банки тоже не идиоты, поскольку вот это кредитование, вот эти нормативы Центрального банка начали действовать, они стали довольно быстро открывать собственные микрофинансовые организации, у которых уже есть клиентура. То есть банк отказывает клиенту в кредите и говорит, а вот тут у нас за углом вот есть вот там вот можете взять, да, вот Коль наша контора, пожалуйста. Ничего Вот. себе. Мгм. Да, такая схема, конечно. А это проводится как-то по открытому или не совсем, подозреваю? Ну, нет, совершенно открыто, да, Да? вот у банка дочерняя структура. Ага. В принципе, микрофинансовые организации тоже регулируются Центральным банком. Просто там критерии более мягкие. И это не то, чтобы черные кредиторы. Это вот следующая инстанция после микрофинансовых организаций, которые официально работают. Есть так называемые черные кредиторы. Ну, это люди с бейсбольными битами, вот, которым лучше все-таки отдавать. Да? Если ты не отдаешь, там уже начинаются риски для здоровья и всего И прочего. жизни. А микрофинансовые организации, они вполне легально работают. Мгм. Там гораздо более мягкие критерии, чем в банках. Мгм. Поэтому... Спасибо, Максим, за разъяснение. А когда вот этот пузырь лопнет, который сейчас раздувается, в частности, в ипотечном вопросе не только, это для населения чревато чем будет, если так по-простому понять? Почему ударит? Ну, это ударит по должникам. В принципе, если, скажем так, это будет массовая история, да, то Мгм. есть люди массово перестанут возвращать долги банкам, Ага, то теоретически это могло бы ударить по банкам. Да, да. но, скорее всего, этого не произойдет, потому что банки-то как раз ЦЦБ спасет. Но поскольку это все история не, скажем так, каждый раз это индивидуальная история каждого отдельно взятого человека, Мгм. то, скорее всего, обычно это все заканчивается банкротством персональным. Да, и люди оказываются отрезанными от кредитов и отрезанными от финансовых услуг в значительной части. Это сильно заставляет экономить, и уровень жизни у таких людей сильно снижается. Но есть одна надежда. М. Одна надежда на гиперинфляцию. Вот те люди, которые залезли в долги, молятся на то, чтобы рубль наконец обвалился, цены взлетели и долги обесценились. Да? И таких людей в России значительное количество. Это даже не там 3-4%, это десятки процентов. Ну, до Мгм. половины населения очень серьезно закредитованы. Поэтому вот такие вот настроения тоже сейчас присутствуют в России. Да, перспектива, мягко говоря, не совсем радужная. В то же время аналитики БКС считают, что курс рубля вернется в диапазон 90-95 за доллар в ближайшие месяцы на фоне восстановления импорта после преодоления трудностей с платежами. Не вернется? А, ну, может, и вернется, да. Я не очень понимаю, в чем оптимизм БКС, который прогнозирует, что проблемы с платежами так вот быстро удастся решить. Дело в том, что наоборот, судя по тому, что происходит, российский импорт страдает, и рубль укрепляется ровно из-за того, что проблемы с платежами. Теперь Мгм. вот еще Мгм. сейчас Евросоюз собирается заткнуть еще одну дыру, это через Беларусь. Довольно много всего приходило в Россию, того, что не должно было приходить. Вот Бельгия решила, что пора эту дыру заткнуть, и в 14-м пакете санкций это действительно прописано, помимо там всего прочего. Поэтому, ну, здесь, знаете, да, если вдруг когда-нибудь Россия решит проблему с платежами, то, конечно, тогда рубль
начнет ослабляться из-за того, что импорт в Россию пойдет. Если не решит, то не пойдет. Но я пока скептически отношусь к тому, что эту проблему удастся решить. Последние полгода происходит ровно наоборот. Да? Каждую неделю приходит сообщение о том, что что-нибудь идет не так с платежами за российский импорт. И там последнее сообщение – это уже в России дочка Bank of China, это один из крупнейших китайских коммерческих банков, перестала работать с российскими подсанкционными банками. То есть уже в России отделение, которое открыто, вот даже этот банк китайский перестал работать с российскими банками, которые в санкционных списках. Ну, не знаю, каким образом аналитики БКС собираются решить проблему с платежами. Ну, им виднее, да. Ну, что ж. Думаю, что нет, но да. Ну, главное верить и написать, и сообщить народонаселению. А китайцы, мы можем уже вообще констатировать, что китайские банки начали массово отказываться проводить платежи и сотрудничать с подстанционными российскими банками? Или еще пока до слова массово рано это употреблять? Нет, вот такие сообщения о том, что массово, они начали приходить еще с конца прошлого года. И судя по тому, что говорят люди, которые занимаются импортом, проблема не улучшается. Да? Вот никаких положительных подвижек нет. Это одна из тем, которую Путин обсуждал в ходе своего визита с Си Цзиньпином. Пока ничто не говорит о том, что китайские товарищи прислушались. Но, опять же, да, это нужно, чтобы прислушался не Си Цзиньпин, который, в общем, может и не против, а те самые конкретные китайские банки, которые не хотят под вторичные американские санкции. Американцы вводят санкции не в отношении Си, не в отношении Компартии Китая, а в отношении конкретных организаций, которые нарушают санкционный режим. Вот нарушает банк санкционный режим, сотрудничает со Сбербанком или с ВТБ. Все, до свидания. Добро пожаловать в санкционный список американский. И Си Цзиньпин здесь совершенно ни при чем. Да? Поэтому китайские банки, они резко усилили compliance, ну, то есть проверку всех платежей, которые проводятся, и в том числе китайскими компаниями. Да? С Россией они торгуют или с кем-то еще. И это сильно, во-первых, задерживает сделки, а во-вторых, блокирует значительную часть платежей, которые российские компании пытаются совершить за китайские товары. А обойти никак они же не могут, российские банки, эти запреты и отказы. Могут. Почему же не могут? Легко могут. Через казахские банки, узбекские банки, и армянские банки. Но проблема заключается в том, что и казахские, и узбекские, и армянские, и любые другие банки, они находятся ровно в той же самой ситуации, что и китайские. И количество посредников, и увеличивается количество посредников. Но толку от этого никакого, потому что слабыми звеньями могут оказаться любые банки любой так называемой дружественной страны. Да, вот сегодня армянские банки работают с российскими компаниями, а завтра перестали работать. Да, здесь никаких гарантий того, что это не произойдет, нет. Прекрасно. В то же время Центробанк уверен, что сможет обойти санкции Евросоюза на систему передачи финансовых сообщений. Выход из ситуации будет найден, и российский SWIFT продолжит работу. В этом уверена не я, конечно, уверен первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин. На чем основана его уверенность? Ну, знаете, опять же, да, вот на чем основана уверенность того или иного человека в том, что завтра, я не знаю, будет дождь. Да? Ну, я не знаю. Если вы спросите американских экспертов, наверное, они будут уверены ровно в противоположном. В том, что американцам удастся все это заблокировать. Но и я единственное, что могу сказать, уверенность Чистюхина, наверное, основана на том, что есть люди всегда в любой стране мира, даже самый замечательный, демократичный, которые любят деньги больше, чем что бы то ни было еще. Соответственно, и банки, которые любят деньги больше, чем что бы то еще, и компании, и европейские компании, которые поставляют в Россию санкционные товары, есть. И есть банки, которые помогают России обходить те или иные санкции. Они всегда находятся. Да, это вопрос времени и денег, да, цены вопроса. Соответственно, если вы предложите очень большие деньги, вы найдете кого-то, кто поможет вам обойти те или иные санкции. Кроме того, действительно, в России очень продвинутый финтех. Ну, это никто скрывать не собирается. Это действительно факт. Да.
российский финтех развивается быстро, и санкции стимулируют те усилия, которые направлены на попытки обойти эти санкции. Но пока дыры закрываются вполне успешно. Да? Вот даже те, которые существовали в 2022-2023 году, сегодня они существовать перестали. Что будет завтра, на чем основана уверенность того или иного чиновника? Ну а что чиновнику еще остается делать, кроме как демонстрировать уверенность? Его просто уволят, если он перестанет ее демонстрировать. Поэтому все будет хорошо, Но пути эти сложные очень. но на бумаге. Да, на бумаге, потому что пути эти, все возможно, ничего нельзя исключать, и какие-то личные договоренности, деньги мы понимаем, но это же уже, мягко говоря, не так просто и занимает гораздо больше времени, усилий и поиска. Да, собственно, поэтому и появилось огромное количество людей, которые получают деньги ровно за то, что ищут вот эти новые схемы обхода санкций. Да? Это специальная такая вот профессия. Есть, это как хакеры. Да? Вот есть люди, которые занимаются защитой персональных данных, а есть люди, которые пытаются их взломать. Да? И это бесконечное соревнование. Это ровно то же самое происходит сейчас с санкциями и попытками их обойти. Есть как бы хакеры, есть служба безопасности, системы безопасности. Вот есть санкционный режим и есть попытки финансируемые государством его обойти. Есть выборная система, а есть люди, которые пытаются влезть в нее и повлиять, и каким-то образом это изменить. Вот так всегда работало, и Россия в этом отношении действительно прилагает много усилий, в том числе финансовых, для того, чтобы людей, которые способны на это, финансировать. ЕС действительно говорит и дипломаты Бельгии, что в 14-м пакете санкций удалось закрыть самую большую лазейку для ограничения РФ, подразумевая Беларусь, о которой вы, Максим, вспомнили. Лучше поздно, чем никогда, но тем не менее, да, мы имеем это решение. Действительно ли это одна из самых больших лазеек? И что теперь, какие товары двойного назначения, в частности, не смогут попадать благодаря этому пакету санкций через территорию Беларуси в Россию? Речь прежде всего о так называемых чувствительных товарах двойного назначения, например, о стиральных машинах. Да? Вот, оказывается, стиральные машины – это та штука, которую при разборке дает чип, использующийся в российских ракетах. И, соответственно, Александр Григорьевич Лукашенко давно сделал свой выбор. Да. И в какой-то момент белорусские банки, да, даже белорусские банки, начали проявлять осторожность и закрывать счета тем компаниям из России, которые попали под санкции международные. Но это не помогает. Поэтому Александр Григорьевич оказался в одной лодке с Владимиром Путиным. Он, в общем, не особо расстраивается, потому что он изначально скажем так, стал сателлитом, примерно как Путин у Китая сейчас, так давно уже Лукашенко у Кремля. Насколько удастся закрыть это? Я думаю, что удастся. Да, все-таки Беларусь действительно была одной из наиболее, скажем так, одним из наиболее простых способов доставки в Россию того, чего в Россию доставлять запрещается международными санкциями. Поэтому, собственно, лучше поздно, чем никогда. Да, европейцы закрыли, хотя белорусы вряд ли этому рады. Да, и все-таки стиральные машины используются не только для производства российских ракет. Не только стиральные машины, там другие вещи тоже. Но, тем не менее, да, не надо было использовать это, наверное, уже в первую очередь для производства ракет, чтобы таких последствий не ощущать и не иметь. В принципе, этот пакет санкций, когда мы с понедельника начали, мы с вами еще на прошлой неделе начали обсуждать тот факт, что его, в принципе, проголосовали, и с понедельника мы уже увидели гораздо более обширные его точечные пункты, и он, вот так кажется, что не может не нравиться, потому что первый раз тоже, как говорят и наши аналитики рынка, что лучше поздно, чем никогда, но, тем не менее, отказывается Европа от российского сжиженного газа, и Финляндия уже стала первой. Финляндия, впрочем, не удивила, она и границы закрывает, и вообще радикально в своих решениях касательно России, потому что Россия, создавая военные округа на границах с Финляндией, с НАТО, постоянно там пытается разбалансировать, раскачать ситуацию. И вот Финляндия полностью отказывается от российского газа, за ней последует как быстро каскад других стран, и какой промежуток времени понадобится, чтобы с минимизацией рисков, там до 9 месяцев, по-моему, тоже заложено, да, для того, чтобы адаптировались страны, отказаться от российского сжиженного газа, и насколько это будет
будет сильный удар для Российской Федерации? Я думаю, что в течение года-двух Европа сможет отказаться и от трубопроводного газа, и от сжиженного природного. Пока сейчас самый главный вопрос, продлится ли после 2024 года поставки трубопроводного газа, которые продолжаются сейчас в соответствии с последними действующими контрактами. Вот. Если европейцы сумеют отказаться с 2025 года, то уж найти сжиженный природный газ, я думаю, они смогут. Да? Тем более, что терминалы были построены даже в тех странах, которые традиционно сидели на российской трубе. Поэтому это не значит, что Россия совсем уж останется без рынка, хотя последний европейский санкционный пакет довольно чувствительно бьет не только по «Газпрому», но и по крупной компании, такой как «Новатэк». Да. Поэтому все эти компании нефтегазового сектора – это спонсоры российского бюджета, ну, соответственно, спонсоры войны. Да. Что это означает? Это означает, что китайцы и другие азиатские страны, и страны, назовем так, дружественные для России страны, будут получать жирный природный газ с еще большей скидкой. И не только газ, нефть, так же, как и нефть, металлы и все прочее. Да? Вот. Но для России это и очень неприятно. Вот сейчас Россия очень сильно зависит от цены на нефть и газ. Да? Вот. Если она упадет, то никаких резервов, в отличие от довоенной ситуации, когда были огромные резервы, когда была возможность достать из кармана денег и там, в течение 2-3 месяцев финансировать, даже если цена на нефть упадет ниже нуля, как в 2020 году, да, ну вот тогда небо на землю в России не упало. А сейчас ситуация приближается к тому, что было в середине 80-х, когда сначала были прекрасные годы. Сначала нефтяное эмбарго арабских стран, потом революция в Иране, а потом вдруг в середине 80-х цены на нефть упали раза в два. Вот так, раз и упали. И не стали подниматься. И тут же начались проблемы с импортом индийского мыла, с импортом болгарских помидоров и всего прочего. Вот сейчас в Российской Федерации ситуация примерно такая же. Да? Правительство с 2000 года, там еще Кудрин и Грефа, они пытались предотвратить вот эти вот качели, когда нефть высокая, нам хорошо, и мы там с жира лопаемся. А когда цены упали, мы ходим и лапы сосем. Вот они создавали там все эти фонды стабилизационные, резервные, фонд национального благосостояния. Вот. А сейчас этого ничего не осталось. Да? И правительство тратит больше, чем зарабатывает. Долго это продлиться не может. В Штатах это может долго продлиться, потому что там это долг на фоне почти нулевых ставок. Да? 10 лет вообще были нулевые ставки. А в России ставка 16%. Соответственно, если вы платите 0% по долгам, то это одна история. Если вы платите 16%, это совсем другая история. Долг растет немножко быстрее. Тем более, что в долг вам дают только собственное население и банки. А снаружи тех, кто дает вам в долг, даже со стороны Китая, никто в долг России не дает. Вот, поэтому, да, всякий удар по российскому нефтегазовому сектору для российских властей болезненная штука. Это речь идет о миллиардных убытках или какие суммы, ну, в приблизительных расчетах будет иметь эффект от этих санкций? Ну вот от последних санкций никто эффект пока оценить, я думаю, не может. Тем более, что они никаких конкретных там вот проектов пока не касаются. Да? Ну просто вот запрещена перевалка жирного природного газа. Даже импорт не запретили, да, они пока, к сожалению. А почему? Поэтому сейчас оценивать, сколько там миллионов или миллиардов потеряет «Газпром» или «Новатэк», я думаю, никто не возьмется, просто издержки вырастут. Да? Но если мы говорим о том, что Европа там, с 25-го, с 28-го, с какого-нибудь года откажется от российского газа, то это действительно, да, многомиллиардный убыток. Но загадывать так далеко я бы не стал, потому что я оптимист, и я верю, что к тому времени война закончится, до 30-го года, надеюсь, точно.
Да-да, мы тоже, мы очень верим. Да. Надеемся, что очень даже раньше, для этого все усилия прикладываем и мы, и наши вооруженные силы Украины. Мы уже в 30-м году себя в Европейском Союзе, Максим, увидели, поэтому войну мы точно должны до этого времени закончить, я полагаю. И все-таки я понимаю, что история не знает условного времени, но тем не менее, а почему так вот долго санкции именно против нефтегазового сектора Российской Федерации вводятся и раскачиваются, адаптационные периоды выделяются? Это все-таки тоже как бы потери и риски для тех стран, которые их внедряют, или в чем такая опасность остается и нерешительность в оперативном принятии решений? Ну, дело в том, что еще в 2021 году была полная иллюзия, что Европа целиком и полностью зависит от поставок российского газа. И если вы вспомните, что происходило осенью накануне войны, это игры «Газпрома» на трубе, когда «Газпром» там примерно раз в неделю говорил: ой, у нас что тут на трубопроводе сломалась газоперекачивающая станция, не работает, нужно починить срочно. У нас трубопровод почему-то заработал в реверсном режиме. И в Европе цена на газ тут же взлетала в 1,5-2 раза. Да, вот такое было. Поэтому, безусловно, и американцы, и европейцы, они были заинтересованы в том, чтобы санкции против России не дестабилизировали окончательно рынок газа. В России, если я напомню, все это время и до войны, и после ее начала была реклама о том, как замерзающие немцы к Рождеству едят домашних животных. Хомячков, да. Вот. Гений мастерства. Не знаю, кого она убедила, но действительность оказалась гораздо менее драматичной. Да? Вдруг оказалось, что можно прожить и без северных потоков. Хотя немцы, я думаю, до середины 2022 года были уверены, что это невозможно. Ну, оказалось, что возможно. Вот, поэтому, с одной стороны, вот эта осторожность, и вот эти просьбы со стороны США не бомбить там российские нефтеперерабатывающие заводы и так далее и тому подобное, это все опасения того, что мировой рынок нефти вдруг почему-то дестабилизируется. Или мировой рынок газа, или мировой рынок энергоносителей дестабилизируется. Но поскольку есть такие страны, как Индия и Китай, которые со скидкой готовы брать российские энергоносители, то он не дестабилизируется. Фактически. А дальше уже начинается тактика удушения. Да, вот мы вот здесь прикроем, вот здесь прикроем. Для развитых стран это гораздо более удобная история, но и для России это гораздо менее болезненный путь, чем если бы развитые страны 25 февраля 2022 года ввели полное торговое эмбарго с Россией. Да? Ну, вот тогда была бы другая совершенно история. Но этого не произошло, и мы живем вот в том мире, в котором мы живем сейчас. Да, но эта тактика тысячи порезов все равно так или иначе работает. Пусть уже так медленно, как есть, но уверенно, как видим, двигаемся. Максим, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы так все объясняете нам на непростые темы, так что мы начинаем понимать, и наши зрители тоже. Благодарю. Я стараюсь. Да, это очень помогает, и в дальнейшей нашей работе также. Спасибо вам, правда, от души. Не во всем разбираемся мы, но для этого мы к вам и обращаемся, собственно говоря. Благодарю. Мы всегда очень рады вас видеть, и за позицию вашу, конечно же, тоже в первую очередь благодарна. До новых встреч, берегите себя. Да, спасибо, вам тоже не хворать. Всего доброго. До свидания, спасибо. Максим Блант, экономист, друзья. Я Ирина Узлова, для нас с вами объяснил нам вот так по полочкам. Спасибо большое, что вы приходите, слушаете нас, выбираете. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube 24-го. Ваша подписка поможет нашим разговорам продвигаться просторами этой соцсети. Берегите себя, верьте в вооруженные силы Украины. Увидимся и победим.